Всем привет! Вы на канале Мужской взгляд. Меня зовут Виталий. Сегодня у нас с вами будет расклад на ваши отношения. Давайте посмотрим, что ваш партнер думает о вас. Сделаем на две позиции. Пока загадывайте. 1, 2. Давайте начнем с единичек. Так, сигнификация мужчины. Знаете, тяжелый по характеру человек, не знает, как себя вести правильно в обществе, постоянно думает в основном только о своих проблемах, о себе, часто жалуется, при этом есть такая в нем черта, он по сути предатель, да, по своей такой вот структуре данный человек, конечно, является обманщиком, предателем, да, то есть он себя поставит выше, нежели кого-то другого и возьмет, как бы облапошит. При этом довольно эмоционален, страстный человек, да, по своей такой вот, опять же повторюсь, структуре, да, то есть он привык показывать свои эмоции, действительно привык быть выше других, да, но на самом деле эта высота, она не является этой самой высотой, да, то есть он считает себя кем-то, но на самом деле человек довольно слабый. Так, что же он думает о вас? Интересно. Считает вас очень денежной женщиной, считает, что у вас скрыты очень большие какие-то деньги, да, возможно, и недвижимость, что вы очень хорошо обеспечены и что вы просто от него без ума. Да, то есть он так думает, так считает. Но заметьте, нет ни капли чувств, да, проявления чувств именно к вам, да, то есть в основном разговор идет именно о деньгах, да, о чем-то материальном, опять же о том, что вы к нему ощущаете, да, и у него в голове, да, в его мыслях действительно он смотрит на вас как, знаете, на такую вот жертву, скажем так, да, женщину, которая обладает всем и почему-то должна хотеть отдать это все данному мужчине. Так, что же он к вам чувствует? Давайте посмотрим поподробнее. Потому что что-то мне это уже не нравится. Знаете, вы ему нравитесь, безусловно, физически, да, но открою такую тайну, он не хочет с вами серьезных отношений. Он, знаете, готов с вами быть, пока вы ему даете какие-то подарки, вы его, возможно, обеспечиваете, решаете какие-то его проблемы, пока вы, знаете, поддаетесь на его какие-то уловки, опять же, да, на его желания. То есть здесь мужчина, по сути, просто вами пользуется. Вы для него не любовный интерес, да, а скорее просто женщина, с которой комфортно, с которой удобно, да, и которая действительно берет и делает какие-то большие подарки, делает просто жизнь для данного мужчины, понимаете? То есть, но в остальном любви я не вижу, честно. Есть вот одно сплошное пользование вами. Так, давайте посмотрим дальше. Давайте его скрытые намерения посмотрим, что скрывает. Знаете, совершенно не хочет, чтобы вы узнали о его проблемах, да, у него их много,
Если честно, даже вижу какие-то другие отношения, да, и долговые обязательства, и незаконченные отношения, да. То есть здесь мужчина, если честно, больше смахивает на такого мошенника, да, который, ну, берет, пользуется. Из скрытых намерений не хочет, чтобы вы заподозрили, да, что он пользуется вашими деньгами, что он, по сути, рядом с вами только из-за своей собственной выгоды, да, материальной. То есть здесь все деньги, 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 да, вот это все материальное, оно прямо сразу выходит, и, к сожалению, нет никакой вот этой чувственности, нет духовности, любви, как бы, тем более, понимаете. То есть он вас зацепил и держит при себе, пока вы ему подчиняетесь, понимаете, пока вы, повторюсь, делаете ему подарки, да, пока вы действительно находитесь в его такой вот тюрьме, скажем так. Так, давайте посмотрим будущее данных отношений. Ну, знаете, мужчина будет постоянно в поиске, это прям 100%, в поиске новой жертвы. При этом данные ваши отношения, как в ближайшем, так и в дальнем будущем, обладают только силой, опять же, денег, да, все строится на материальной стороне. Пока вы все даете данному мужчине, отношения будут. Как только вы перестанете все это делать, то мужчина попросту вас покинет. Да, к сожалению, это так. То есть здесь вы попросту попались на такую вот уловку. Либо он альфонс, да, либо он вот мошенник такой, который зарабатывает на отношениях, на женщинах. То есть здесь, если честно, ну, нет любви. Вот просто нет любви с его стороны. Понимаете? То есть одно сплошное пользование. Да, вы ему понравились физически, но все остальное, к сожалению, отсутствует. Понимаете? То есть хотел бы сказать больше, но, увы, тут больше конкретность именно в том, что мужчина действительно вас околдовал, по сути, да. Так, совет. Что же вам делать-то? Давайте посмотрим, как выбраться. Ну, знаете, здесь, конечно, совет прост. Да, разрушить отношения, пока они не привели вас к упадку. Понимаете? Причем упадок как и денежный, так упадок и нравственный. Да, такой вот тяжело будет вам все это преодолеть. Очень много рассказывает вам мужчина, как он вас любит, льет вот эту лапшу на уши. Понимаете? То есть очень много слов вижу, действительно, но, к сожалению, все это неправда, понимаете. Он то, что сказал, сразу убрал, забыл, да, то есть и придумывает новые слова. Поэтому здесь по совету, конечно, ну, как бы не было горько, да, как бы вы не верили, стоит отказаться от данного мужчины, стоит отказаться от данных отношений, иначе будет слишком поздно, понимаете, иначе действительно он возьмет, сделает какую-то, знаете, такую многоходовочку, и заберет по полной. Поэтому здесь постарайтесь действительно взвесить все как бы за и против, действительно посмотрите своим разумом, да, не сердцем, а именно разумом на эту ситуацию, и сделайте действительно выбор, примите данное решение, да, и, ну, карты говорят смело. Уходите, покиньте данные отношения. Так, ну а мы давайте переходить к двоечкам. Однерочки, надеюсь, действительно у вас получится, потому что, ну, ситуация не из приятных, скажу честно. Так, двоечки. Что же у вас? Так.
Ну, знаете, мужчина под властью очень, знаете, таких сильных женщин, скажем так, да, ждет очень сильную, властную, независимую женщину, которая и будет и при деньгах, которая будет и знать, чего она хочет, да, то есть мужчина прямо зависит, видимо, мама у него была очень такая жесткая рука, да, держала в ежовых рукавицах. При этом сам себе на уме, да, многое выдумывает данный мужчина, но старается не поддаваться этим мыслям, да, и не поддаваться многим проблемам. При этом способен любить, в нем есть вот эта вот чувственность, да, и можно сказать, что данный мужчина душа компании. Да, действительно, душа компании, его многие любят, даже есть обожатели, без него не проходят вечеринки, без него скучно в коллективе, да, он и пошутить умеет, очень веселый, отзывчивый, да, то есть мужчина такой вот во всей своей красе, да, который все умеет, все знает, да, и слово приятное скажет, то есть, ну, молодец. Что думает о вас? Отношения начались недавно, да, думает о том, что готов за вас побороться, есть небольшая ревность, видит, что он не единственный, да, находится в вашем, так сказать, обзоре, да, отношений, поэтому старается, да, делает также, я бы сказал, даже какие-то препятствия другим мужчинам, да, то есть вечно себя показывает с более лучшей стороны, вот, при этом вы ему действительно нравитесь, ему приятно с вами проводить время. Вижу, познакомились вы тоже вот на каком-то мероприятии, может быть, это рабочее мероприятие какое-то, да, потому что не похоже на какой-то клуб, да, больше вот именно что-то, может, работали вместе, да, вот вроде такого. Поэтому в мыслях у него, ну, знаете, он надеется, что сможет начать с вами действительно длительные отношения. Сейчас вы находитесь на первичном этапе, да, ваших отношений, но он надеется на продолжение, причем настроен на это серьезно. Так, что же он чувствует? Давайте посмотрим, что у него на сердце. Видите, хочет завоевать вас, да, боится отказа очень сильно, при этом надеется, что вы возьмете его, скажем так, под свою опеку, да, что вы окажетесь, вот как в сигнификации нам сказано, да, он любит властных женщин, что вы окажетесь очень сильной, что вы, когда нужно, сможете его задавить, когда нужно, сможете ему сказать, что делать, да, когда нужно, сможете похвалить данного мужчину. То есть ему нужна действительно женщина, которая будет его держать. В остальном чувства у него очень хорошо так застряли в его сердце, да, то есть на самом деле мужчина стремительно идет к вам, честно вам скажу. Так, что же скрывает скрытые намерения? Ну, знаете, здесь идет такое сокрытие наподобие, говорит другим мужчинам, что она уже моя, не приближайтесь, да, может быть, ставят какие-то палки в колеса, да, другим, скажем так, чтобы достигнуть именно вас и своей цели. То есть, но в остальном секретов каких-то там нет. Он действительно стремится к вам. Это как такая вот уже зависимость, да, образовалась. Он хочет реально добиться, чтобы вы с ним были не в краткости, да, не в краткой связи, а именно продолжительной. И он делает для этого всем, даже готов идти по головам.
понимаете? То есть здесь он, конечно, это не хочет, чтобы вскрылось, да, иначе он боится попросту вашей реакции, что вы возьмете, например, уйдете. Скажете, ах, ты такой плохой, да, злой, зачем ты этому плохо сделал, этому плохо, да, то есть и попросту все разрушится. Он этого очень сильно действительно боится, поэтому тщательно скрывает свое такое вот поведение. Так, давайте посмотрим, что же будет ждать в будущем вас с данным мужчиной. Ну, знаете, здесь тяжелое будет время, честно вам скажу, поскольку прибавятся у вас дел на работе, да, то есть такое вот отступление от отношений, почему-то вот то ли у вас проект какой-то придет, да, со стороны, либо вот просто обрушится много всякой всячины, да, отношения уйдут на второй план, честно вам скажу. А в этот период, да, вашей такой вот паузы, данный мужчина начнет вас очень сильно ревновать, выдумывать множество всяких историй, да, что вы его бросили, что вы ушли к другому мужчине, да. Если честно, вы будете настолько уставший этот период, да, который грядет, что, ну, попросту вам будет не до него, да. Все мы люди, мы не роботы. Если много работы, действительно становится попросту тяжело. Не захочется ни гулять, не захочется как бы ни каких-то свиданий, ни уж тем более как бы, ну, подобного рода начинающихся отношений. Поэтому здесь, знаете, он вас начнет попросту ревновать. Будут различного рода провокации с его стороны, какие-то проверки, да, то есть здесь будьте к этому готовы. Даже несмотря на то, что вы действительно устали после решения многих проблем, да, он вам, конечно, ну, доставит еще такие вот интересные хлопоты, да, в виде собственного себя, понимаете, и действительно будет постоянно написывать, будет звонить, да, спрашивать, почему мы с тобой не видимся, и на ваши как бы отговорки, что ну, ты же понимаешь, что я как бы работаю, что у меня много всего навалилось, давай перенесем, он будет очень сильно обижаться. Поэтому, конечно, здесь отношения, ну, поставятся на такую вот интересную паузу. Но, тем не менее, точки не будет, да, потому что вижу, что он вам тоже симпатичен, хоть вы к нему и не испытываете того вот спектра эмоций, да, той любви, которой владеет данный мужчина, но все равно вам просто приятно, интересно узнать наподобие, что же будет дальше, к чему он дальше как бы придет, да, что он захочет сделать, понимаете. Но мужчина, конечно, будет обижаться на такую реакцию, она ему будет непонятна. Совет. Так, по совету. Так, ну, знаете, здесь такой вот интересный совет наподобие, вам необходимо определиться на данный момент, а нужны ли вам вообще отношения, поскольку здесь просвечивается такая интересная вещь, что вам, в принципе, ну, не особо на данный момент хочется отношений. Вы вот просто такое ощущение хотите их, потому что у многих подружек они есть, да, у кого-то есть действительно уже более серьезные отношения, да, и вы просто, ну, хотите попробовать. Но посмотрите, сейчас такое время, да, у вас в жизни, что задумайтесь, а может стоит, ну, вообще отношения поставить как бы все на паузу и попросту пожить для себя, да, наподобие попутешествовать, может быть, заняться чем-то своим, да, понять лучше себя, вот, заняться именно самосовершенствованием, вот что-то наподобие этого, понимаете. Просто здесь я не вижу с вашей стороны действительно сильного желания быть в отношениях. То есть здесь вот вся идет энергия, да,
от вас, что вы как-то устали, что вы вот постоянно заняты работой и, в принципе, хотели бы лучше мир повидать, нежели быть с мужчиной. Поэтому здесь, да, как бы интересно, что же будет делать мужчина, но подумайте, оно вам действительно ли нужно, да, вот в том виде, который оно есть, и, в принципе, так ли вам нужен мужчина на данном этапе вашей жизни. Поэтому по совету вам нужно принять решение. Никто вас не заставляет делать точку, да, в данных отношениях с этим мужчиной, но если вы примете такое решение, его поймут все. Да, если честно, Вселенная даже поможет вам, да, спокойно из них как бы выйти и продолжить свой дальнейший путь. Просто здесь, если честно, вижу, что вам нужно себя понять. Да, нужно отдохнуть, нужно действительно не куда-то там бежать, да, за мужчинами, не бежать за отношениями, а попросту заняться собой. Такое тоже бывает, да, это хорошее на самом деле может быть время, да, для самосовершенствования. Поэтому вы подумайте, пожалуйста, да, вот такой вот интересный совет дали карты, да, то есть выбор, конечно, за вами, но надеюсь, вы прислушаетесь. Ну, у меня на этом все. Спасибо, что посмотрели. Надеюсь, все советы вам обязательно помогут, да, и вы к ним прислушаетесь. Не забывайте подписываться, да, буду всем очень сильно рад. Пишите комменты, оставляйте лайки. Также я есть в других соцсетях, да, заглядывайте также в группу, да, все ссылки находятся в описании под этим роликом. А я хочу пожелать вам удачи и до новых скорых встреч. Всем пока-пока.